Вы все еще едите яйца с молоком или с картошкой, сыром, может даже с апельсиновым соком? Тогда это видео для вас. Сегодня разберем самые опасные сочетания с яйцами. Некоторые из них могут вызвать вздутие, тяжесть, сбой пищеварения, и вы даже не поймете, откуда это взялось. А ведь это все из-за простого завтрака. Будет интересно и неожиданно. Погнали! Молоко. Казалось бы, что может быть натуральнее и полезнее классического сочетания яиц и молока. Многие из нас с детства привыкли к молочным омлетам. Но вот парадокс. Диетологи предупреждают, это на первый взгляд идеальная пара может создать настоящий пищеварительный хаос в вашем организме. Дело в том, что яйца и молоко – это два мощных источника белка, которые наш желудок переваривает совершенно по-разному. Яичный белок усваивается достаточно быстро, тогда как молочный казеин требует значительно больше времени и пищеварительных ресурсов. Когда эти продукты встречаются в одном приеме пищи, они вступают в своеобразное перетягивание каната за внимание вашей пищеварительной системы, что часто приводит к ощущению тяжести, вздутию и другим неприятным симптомам. Но проблемы на этом не заканчиваются. Оба продукта чрезвычайно богаты не только белками, но и жирами. Их совместное употребление создает настоящую питательную бомбу, которая может перегрузить поджелудочную железу, вызвать дискомфорт у людей с чувствительным пищеварением и даже способствовать набору веса при регулярном употреблении. Особенно осторожными с этим сочетанием стоит быть тем, кто следит за своей фигурой, людям с заболеваниями ЖКТ и тем, кто испытывает трудности с перевариванием молочных продуктов. Современные исследования подтверждают, чтобы получить максимум пользы от этих продуктов, лучше употреблять их раздельно, делая перерыв хотя бы в 1-2 часа. А как насчет знаменитого молочного омлета? Диетологи советуют заменить цельное молоко небольшим количеством воды или растительного молока. Так блюдо станет значительно легче для усвоения, сохранив при этом всю свою нежность и воздушность. Помните, даже самые полезные продукты могут превратиться во вредные, если сочетать их неправильно. Слушайте свое тело, оно всегда подскажет, какие комбинации для вас оптимальны. С кисломолочными продуктами тоже не все так просто. Давайте поговорим о сыре. Сыр. Сыр и яйца – это настоящие кладези белков и жиров, которые, безусловно, важны для организма, но их совместное употребление может привести к чрезмерной нагрузке на пищеварительную систему. Оба продукта отличаются высокой питательной ценностью, однако из-за насыщенного состава их сочетание создает двойную порцию протеинов и липидов, что не всегда полезно, особенно если есть их в больших количествах. Для людей с чувствительным желудком, слабым кишечником или хроническими заболеваниями ЖКТ такая комбинация и вовсе может обернуться неприятными последствиями, тяжестью в животе, вздутием или даже обострением имеющихся проблем. Дело в том, что жирная и богатая белком пища требует длительного переваривания. А когда эти компоненты поступают одновременно в значительном объеме, организму приходится работать на пределе возможностей. Поэтому, несмотря на вкус и пользу каждого продукта в отдельности, их совместное употребление стоит контролировать, а при наличии пищеварительных нарушений и вовсе минимизировать, отдавая предпочтение более легким и сбалансированным сочетаниям. А теперь обратимся к тому, что любят все, поговорим о сладком. Сладкое. Представьте только что приготовленная воздушная яичница с хрустящим беконом и рядом кусочек нежного бисквитного торта с кремом. Аппетитно? Безусловно. Полезно? А вот это уже большой вопрос. Дело в том, что сочетание яиц, которые богаты белками и жирами, с сахаросодержащими десертами создает настоящий шторм в вашей пищеварительной системе. Когда в желудок одновременно попадают белки из яиц, требующие кислотной среды для переваривания, и быстрые углеводы из десертов, которые начинают расщепляться еще в ротовой полости, ваш организм буквально впадает в ступор. Эти процессы мешают друг другу, приводя к замедленному и неполноценному перевариванию, повышенному газообразованию, а также скачкам уровня сахара в крови. Вы ощущаете, будто у вас в желудке целый кирпич. Особенно коварными являются некоторые определенные сочетания. Если вы следите за своим рационом, вам стоит избегать омлета вместе со сладкой выпечкой, яйца пашот в компании с сиропом или джемом и яичницы на десерт, к которой идут всеми любимые блинчики с вареньем. Как же сделать правильно, если очень хочется и того, и другого? Сначала съешьте яичное блюдо, сделайте перерыв на 40 минут и затем со спокойной душой отведайте десерт. Однако любителям выпечки не стоит бить тревогу, яйца в составе десертов, например, в тесте или креме, это совсем другая история, так как при термической обработке их структура меняется, делая сочетание более допустимым. А теперь переходим к следующей неожиданной паре – яйца и рыба. Кто бы мог подумать? Рыба.
На первый взгляд, сочетание яиц и рыбы кажется идеальным белковым коктейлем. Оба продукта входят в список суперфудов, богатые омега-3 и считаются эталоном правильного питания. Но вот парадокс. Когда эти два чемпиона по полезности встречаются в одной тарелке, они превращаются в злейших врагов вашего метаболизма. Дело в том, что рыба содержит особые ферменты, которые вступают в конфликт с яичными белками, создавая в вашем ЖКТ настоящую битву титанов. Самый ощутимый удар приходится по витамину В7, важнейшему элементу, отвечающему за роскошные волосы, крепкие ногти и сияющую кожу. Исследования показывают, что при совместном употреблении этих продуктов усвоение биотина падает на 30-40%, фактически сводя на нет всю их пользу. Но и это не все. Подобная комбинация может блокировать усвоение железа из рыбы и витамина Е из яиц, создавая в организме дефицит этих критически важных веществ. Особенно опасно такое сочетание для беременных женщин и людей с проблемной кожей. Диетологи рекомендуют делать как минимум 3-часовой перерыв между употреблением рыбы и яиц. Так вы получите максимум пользы от каждого из этих продуктов. Может ли в паре с яйцом стоять картофель? Давайте узнаем. Картофель. Что может быть вкуснее, чем картофель фри с яичницей или нежный омлет с картофельным пюре? Однако диетологи бьют тревогу. Это гастрономическое сочетание может оказать медвежью услугу вашему организму. Оказывается, скромный картофель содержит особые минеральные соединения, которые действуют как антинутриенты. Они буквально блокируют усвоение ценного железа из яиц и кальция, который очень важен для костей. Но и это еще не все. Вместе эти продукты создают настоящую калорийную бомбу. Яйца поставляют белки и жиры, а картофель быстрые углеводы, что в совокупности дает мощный удар по поджелудочной железе и может вызвать резкий скачок сахара в крови. Особенно опасно это сочетание для диабетиков, людей с анемией и тех, кто следит за весом. Ведь калорийность этого блюда возрастает до 400-500 килокалорий. Если вам кажется, что отказываться от любимого сочетания — это невыполнимая миссия, то вы можете прибегнуть к следующим способам. Добавьте зелень, петрушка нейтрализует действие антинутриентов, используйте молодой картофель, так как в нем меньше крахмала, или готовьте без жарки, ведь запекание сохраняет больше полезных веществ. Следующий наш герой — жирная пища. Жирная пища. Золотистая яичница, поджаренная на масле, в компании с хрустящим беконом — классический завтрак, от которого слюнки текут. Но знаете ли вы, что эта вкусная комбинация — настоящее испытание для вашей пищеварительной системы? Когда в желудок одновременно попадают яичные желтки, которые уже содержат достаточное количество жира, и гарнир вроде жареной картошки или бекона, ваша печень буквально впадает в панику. Организм вынужден одновременно вырабатывать желчь для расщепления жиров и желудочный сок для переваривания белков, что приводит к настоящему пищеварительному коллапсу. Последствия такого гастрономического преступления проявляются быстро. Тяжесть, сравнимая с ощущением камня в животе, неприятное вздутие и брожение, изжога и отрыжка — все это не заставит себя ждать. Вас может настигнуть даже головная боль, вызванная интоксикацией от неполного переваривания. Особенно опасна такая ситуация в вечернее время, когда метаболизм замедляется. Если очень хочется яичницы с картошкой, замените жареный картофель на печеный, а вместо подсолнечного масла используйте антипригарную сковороду. Добавьте к блюду зелень. Петрушка или кинза помогут печени справиться с нагрузкой. Рис. Что может быть безобиднее сочетания яиц с рисом? Однако это настоящая мина замедленного действия для вашей пищеварительной системы. Когда в желудок одновременно попадают яйца, которые перевариваются в кислотной среде, и рис, нуждающийся, в свою очередь, в щелочной среде. Организм впадает в настоящий метаболический конфликт. Вместо слаженной работы пищеварительных ферментов начинается настоящий хаос. Поджелудочная железа вынуждена работать в авральном режиме, печень перегружается токсинами от неполного расщепления белков, а кишечник получает коктейль из полупереваренных компонентов. Особенно опасно это сочетание по утрам, когда пищеварительная система еще не вышла на полную мощность. Вы рискуете получить не заряд бодрости, а тяжесть в желудке и туман в голове на весь день. Эксперты советуют либо разделять прием этих продуктов с перерывом в 2-3 часа, либо добавлять к ним большое количество зелени и ферментированных овощей, которые помогают сгладить негативный эффект. Цитрусовые. Только что приготовленный пышный омлет, а к нему стакан свежевыжатого апельсинового сока. Кажется, идеальный завтрак? Как бы не так. Это сочетание — гремучая смесь для вашего желудка. Кислоты из цитрусовых, лимонная, аскорбиновая вступают в реакцию с яичными белками, создавая в желудке агрессивную среду.
Особенно страдают люди с чувствительным ЖКТ. Они могут столкнуться с целым букетом неприятностей. От легкого дискомфорта до настоящего восстания желудка с изжогой, вздутием и резкими болями. Но почему же это происходит? Все дело в том, что цитрусовые резко повышают кислотность желудочного сока, а яичные белки в такой среде сворачиваются слишком быстро. Это все приводит к образованию плотных комков, которые тяжело перевариваются. Особенно опасно это сочетание на голодный желудок. А людям с гастритом или язвенной болезнью тем более стоит отказаться от подобных блюд. В детское меню такое сочетание также лучше не включать. Но если все же очень хочется и того, и другого, то между яйцами и цитрусами вам необходимо сделать небольшой перерыв, примерно на 40 минут. Можете на что-то отвлечься, например, посмотреть несколько познавательных видео на этом канале. Обратимся к не самому полезному продукту. Майонез. Конечно, яйца с майонезом – классическое сочетание, знакомое каждому, особенно в салатах вроде оливье или мимозы. Но сам по себе этот дуэт не лучший выбор для ежедневного рациона. Почему? Во-первых, это настоящая калорийная бомба, где жиры из желтка умножаются жирами из майонеза, создавая серьезную нагрузку на пищеварение. Во-вторых, такое сочетание – это пустые калории, минимум пользы, максимум тяжести в желудке. И давайте будем честными, без других ингредиентов это и правда скучно на вкус. Пресновато, приторно и уж точно не вызывает гастрономического восторга. Но вот что интересно. В салатах этот тандем раскрывается совершенно иначе. Добавьте хрустящие огурцы, нежную отварную морковь, зелень или хотя бы горсть зеленого горошка. И майонез с яйцами перестают быть главными героями, превращаясь в сочных актеров второго плана. Кислинка яблока, пикантность горчицы или свежесть укропа кардинально меняют дело. Секрет в балансе. Если разбавить тяжесть клетчаткой и витаминами, блюдо станет и вкуснее, и безопаснее для желудка. Так что проблема не в самом сочетании, а в том, как его подать. Стоит ли есть яйца, щедро залитые майонезом? Без ничего. Однозначно нет. Но стоит ли совсем отказываться от любимых салатов? Тоже нет. Главное знать меру и дополнять их правильными ингредиентами. А сейчас вы узнаете, почему есть банан с яйцом – это плохая идея. Бананы. Казалось бы, яйца и бананы – два популярных и полезных продукта, однако их сочетание в одном приеме пищи может стать настоящим испытанием для вашего организма. Дело в том, что яйца, богатые белками и жирами, требуют для переваривания кислой среды желудка, тогда как бананы, содержащие быстрые углеводы, лучше усваиваются в щелочной среде тонкого кишечника. Когда эти продукты встречаются в желудке одновременно, возникает своеобразный конфликт интересов. Пищеварительные ферменты начинают работать менее эффективно, что может привести к неприятным последствиям, вздутию живота, тяжести, а у людей с чувствительным ЖКТ, даже к изжоге или расстройству желудка. Особенно рискованно сочетать эти продукты на голодный желудок или в больших количествах. При этом важно понимать, что речь идет именно о совместном употреблении. Если сделать перерыв в 1,5-2 часа между приемом яиц и бананов, проблем обычно не возникает. Для тех, кто все же хочет объединить эти продукты в одном блюде, например, в диетическом завтраке, эксперты рекомендуют добавлять нейтральные ингредиенты – овсяные хлопья, семена чиа или йогурт, которые помогают сгладить этот пищеварительный диссонанс. Иногда даже стакан воды может быть во вред. Не выключайте видео и узнаете почему. Вода. Яйца – продукт, богатый белками и жирами, а потому их переваривание требует от организма значительных усилий. Когда мы едим яйца, пищеварительная система выделяет особый набор ферментов, призванных расщепить этот питательный, но довольно тяжелый продукт. Однако, если во время или сразу после трапезы выпить много воды, жидкость разбавит желудочный сок, снизив концентрацию необходимых ферментов и кислот. В результате процесс переработки замедлится, а питательные вещества усвоятся не так эффективно, как могли бы. Особенно это важно учитывать тем, у кого пищеварение и без того не идеально. Избыток жидкости в таком случае может спровоцировать чувство тяжести, вздутия или даже изжогу. Конечно, это не значит, что нужно полностью отказываться от питья, но лучше делать небольшие глотки и не злоупотреблять водой сразу после еды, дав организму время справиться с поступившей пищей. Оптимальный вариант – выпить стакан воды за 20-30 минут до приема пищи или через час после, чтобы не мешать естественному пищеварительному процессу. Стоит ли минутное удовольствие долгосрочных последствий? Помните, ваше пищеварение не мусоросжигательный завод. Берегите его, и оно отблагодарит вас легкостью и отличным самочувствием. Бонусом расскажу вам, с чем же яйца сочетать можно и нужно.
Полезные сочетания яйца по праву считаются одним из самых полезных продуктов для завтрака. Они богаты высококачественным белком, полезными жирами, витаминами и минералами. Однако в них отсутствует клетчатка, важнейший компонент здорового питания, который улучшает пищеварение, поддерживает работу кишечника и дарит длительное чувство сытости. Чтобы сделать яичный завтрак по-настоящему сбалансированным, стоит дополнить его продуктами, богатыми пищевыми волокнами. Например, классическую яичницу-болтунью можно подать с цельнозерновым тостом или лепешкой, а в омлет добавить шпинат, помидоры, болгарский перец или грибы. Если же вы предпочитаете вареные яйца, отличным дополнением станет авокадо, свежий салат или ломтик хлеба из муки грубого помола. Но на этом возможности не заканчиваются. Яйца прекрасно сочетаются не только с овощами, но и с другими источниками клетчатки, такими как орехи, семена или овсянка. Кроме того, поскольку в яйцах практически нет углеводов, их можно комбинировать с медленными углеводами, которые обеспечат организм энергией на весь день. Идеальными вариантами станут гречневая каша, киноа, чечевица или фасоль. Даже обычная овсянка с яйцом пашот превратится в питательное и сытное блюдо, а бутерброд с цельнозерновым хлебом, яйцом и овощами в полноценный перекус. Таким образом, яйца — это универсальная основа для бесчисленных комбинаций, которые не только разнообразят меню, но и сделают его максимально полезным. Главное — не ограничиваться только белками и жирами, а добавлять клетчатку и углеводы, чтобы ваш прием пищи был не просто вкусным, но и по-настоящему питательным. Заключение. Если вы досмотрели, вы герой. Напишите в комментариях, какое сочетание удивило вас больше всего. И не забудьте поделиться этим видео с другом, который ест яйца с бананами.